Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с Игорем Мосейчуком. Он на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую дорогих зрителей. С покровой Пресвятой Богородицы будьте здоровы. С Днем Украинского казачества, со всеми праздниками. Да, знаете, такие, конечно, очень буремные события такие, да, очень волнующие и такие своеобразные. Ну, то ли праздник сегодня, ну, его же как бы официально уже не отмечают, да, вот поэтому то ли какой-то другой повод. В общем, все заговорили о конце войны, мы тоже поговорим. И всем напомню, что наш формат беседы традиционен. QR-код, который видите на экране, прямо сейчас возможность на экран чего-то вывести и задать вопрос свой. Также 100%, да, вопросы из клуба зрителей будут озвучены и, конечно, из сообщества YouTube. В сообщество YouTube пишите, не пропадет, потому что Игорь Владимирович на своем канале, подпишитесь на Игоря Мосейчука, он тоже практикует рубрику «Ответы на вопросы» и взаимствует то, что, так сказать, вами написано, но не вошло в эфир, да, не успели или по каким-то другим причинам, то есть вопросы без ответа не останутся, поэтому подписывайтесь на Мосейчука. Ну и с чатом трансляции будем общаться. Сегодня я предлагаю начать даже не с Трампа, я предлагаю начать не с каких-либо вот этих вот перипетий геополитических, об этом отдельно. Я с внутренних украинских дел хочу начать. И опрос, собственно, об этом. Зачем Зеленский начал забирать паспорта? Простой вопрос. Начал он, к слову, это делать не сегодня, но сегодня вышел указ, где 3 человека, действующий мэр Труханов, Олег Царев, политик времен Януковича, его почему-то в ОПЗЖ записали на телемарафоне, ну, как обычно, экспертиза там своеобразная, и хореограф, танцор, да, вот Полунин, который в России давно живет, ну, как бы украинец, но там в России. Эту троицу внесли в указ, говорят, паспорта русские есть, поэтому все, украинские отнимаем. Ну и варианты. Зачем? Политика, скоро конец войны и выборы, безопасность, могут сдаваться, ну, вот, городами, то есть опасно, когда такие какие-то знаковые люди имеют этот паспорт или что-то, или как бы подозреваются в чем-то, в общем, такие неблагонадежные. Неблагонадежный, заберем паспорт, чтобы не сдавались твое окружение и все остальные. Справедливость, мол, они все с паспортами Российской Федерации, а это несправедливо, поэтому, ну, вот это правильно, да, закон они же приняли, мультигражданство и так далее. Ну или жажда наживы. Тоже очень нужно прокнуть финансово местное самоуправление, чем, собственно, офис давно занимается, а сейчас пошел в контратаку. Чего больше, как вам кажется, и что скажете по поводу российского паспорта Труханова, который уже и СБУ показала, слили в сеть? Совсем чуть-чуть не хватило срока действия загранника российского. Чуть-чуть, до декабря месяца, представляете? История это, ну, конечно, смердит. И смердит не по-праздничному так, но в стиле зеленых гнид. Так вот. Значит, я отвечу на ваш вопрос очень просто, Александр. Я считаю, что в данном случае побеждает бабло. Желание добраться до ресурсов, и плюс у вас не было этого как бы ответа, плюс это ж мы имеем дело еще с узурпацией власти. Это же отдельно взятая статья, которая будет предъявлена Владимиру Александровичу Зеленскому в свое время, когда будут выписывать подозрения, в чем я не сомневаюсь. Значит, и ситуация выглядит следующим образом. Значит, было ли гражданство российское у Труханова? Помнится мне, бывший мэр Одессы Эдуард Гурвиц опубликовал, ну это было лет 7 или 8 назад, ну если я не ошибаюсь, паспорт Труханова российский. И многие говорили, что он соответствовал действительности. Я дико извиняюсь,
7 или 8 лет назад. Зачем тогда регистрировали на выборах в 2020? Зачем держали 4 года войны? Тяжелые годы. Ну, лишили. Теперь у меня вопрос. По законодательству исполнять обязанности мэра должен кто? Секретарь горсовета. Говорят, слуги продали места, и люди Труханова зашли под маркой слуг. Поэтому надо вводить военную администрацию. Потому что Труханов будет дальше руководить Одессой из-за угла. Ну, грубо говоря. Я это самое. Я дико Так извиняюсь. кто до этого Одессой руководил? Подождите. Труханов, он же, как бы, он и с Ганулом фотографировался, он всячески пытался умастить. Смотрите, мы к этому сейчас подойдем. Это ж, послушайте, мы к этому подойдем. Дело в том, что он все равно не был ихним. Хоть он и, будем говорить, у него своя, грубо говоря, бандейка по разграблению города у моря. Он занимался своими направлениями, а они своими. То есть область, но городской бюджет очень большой. Искушения большие. Строительство даже в будущем, земля, пляжи, ну это Одесса, это жемчужина, это... Поэтому желание как бы забрать. Вот Труханов не вылазил, когда приезжал в Киев с улицы Электриков, с острова, с главного управления разведки. Говорят, курировал его Кирилл Буданов, и вообще мне говорят, что это лишение гражданства, это ослабление аппаратного влияния, собственно, Буданова, который всегда... Это же не первое нападение на Труханова при Зеленском, они были методические. Но сейчас это была провернутая операция. Взяли эту собачку на поводке Лачена, спустили, сказали, притом то, что публиковал там Лаченная компания, ну, паспорт Труханова, это чистый фейк. Ну, вот это они публиковали фейк. Это, ну, это не было его документом, это 1000000%. Значит, раскачивали, петицию вчера видели за 6 часов. Я дико извиняюсь, давайте соберем петицию о недоверии мэра Львову. Я думаю, за 5 часов можем собрать. Любого города. Только петицию подпишут жители Одессы, как в данном случае подписали жители Львова. То есть это, ну, это игра какая-то, опять же, это раскалывает общество, это... Теперь второй вопрос. У Труханова по объяснениям СБУ, потому что то, что объясняет Труханов, пока что-то невнятное. Ну, я толком... У меня не было гражданства, но его автоматически можно было получить при каких-то определенных случаях. Ну, короче, несет что-то не совсем понятно. Смотрите. Говорят, что в 2017 году его представитель обратился, паспорт скасували, а гражданства нет. Тоже какая-то чушь собачья. Сам по себе загранпаспорт действующий не означает ничего. То есть было лишение гражданства или не было. Ну, понимаете, то есть вот такое. СБУ такие рассказала истории детективные, да. Притом, обратите внимание,
документы с легкостью дали. Ну, то есть Российская Федерация, с легкостью. Это, кстати, тоже очень интересный вопрос. А где они взяли эти документы? Вот правда. То есть до этого было Ну, неподтвержденное, там, где я взял документы Шефира, там и они взяли. так это можно любые так документы найти. Нет, Подождите. российский адвокат обратился там с определенным, касаясь этого гражданина, запросом и получил ответ. Это самое. Ну, я говорю, как я понимаю, откуда цей. Ну, вот читаю, уже раз заговорили. Читаю я указ, что вышел указ по этим 3 людям. А где Шефир? Владимир Александрович, так же и на себя выйти можно, родимого. Вы жили в одной квартире с Сергеем Шефиром, когда он получил паспорт. Я сегодня повторно опубликовал эти документы. Там лично рукой Шефира заполнен бланк. По Труханову такого нету. У меня есть бланк, заполнен собственноручно с подписью Шефира. Можете в КНИСЭ на экспертизу отправить. Я готовлю обращение в СБУ, ну раз так, закон же один для всех, нам что ж такое втирают, да, с Банковой? Если такое, то ждем указа по Шефиру. Ну а как? Ну, по Шефиру указа не будет, тем более, а кто такой Шефир? Что с него взять сейчас? Хотя тут тоже очень интересно, а кто такой Царев? Чем он так опасен? Такое ощущение, что это к Труханову так в нагрузку набрали, ну, Ну скажем, да, просто чтоб было. конечно, надо было, чтобы ни одного, надо было добавить. Понимаете? Я вообще считаю, что прекращение гражданства президентом – это зло. Я считаю, что президент имел право, получив данные такие, обратиться в суд. И суд должен был бы принять решение, установить факт и принять решение. А потом на основании решения суда президент, ну, издает указ. А так я дико извиняюсь. Завтра кто-то на левой ноге что-то нарисует, наймет Вачена опять. Вачен будет дальше лаять, а потом у человека лишат гражданства. Ну так выходит. Ну, должна быть, СБУ установила, установить может суд. СБУ может собрать документы. Я не исключаю, что у Геннадия Труханова было российское гражданство. Но этот факт должен суд установить. Эту порочную практику игры с гражданством начал еще Петр Алексеевич. Вы же помните? Дал, забрал Саакашвили, ну, с вот этой всей, да, публикой. Лояльный дал, нелояльный забрал. А тут вообще поехал Корбан за границу, получи этот самый указ, назад в страну не пустили. Мэр города-миллионника. То есть это чисто диктаторские, узурпаторские вещи. Возвращаемся к узурпации. Военная администрация. Как он, притом он с себя же перекладывает ответственность, вы же видите. Я направил письма Киперу и направил письма Сырскому. Пускай Сырский ответит. Вот главнокомандующий скажет, да, надо вводить. Хоп, и нету горсовета. Ввели военную администрацию, которая сама бюджетом рулит, землей рулит и так далее, и так далее. Теперь, друзья, я наблюдаю за этими мэрами-пэрами нынешними, и они все молчат. Ну, по крайней мере, по состоянию вот на сейчас я ничьей заявы не видел. Может, уже и появятся, пока мы в эфире будем. Ну, придут же и за ними.
Ну, я Кличко, Филатов. Да тут же Садовой, ну почему вы нет? вспомните, первоначальный наезд был ввести санкции на 3 мэров. Труханова, Филатова и Кличка. Я не удивлюсь, если завтра найдут немецкий паспорт Виталия Кличка. Не, ну сейчас-то можно. Подождите. Ну, с правильными странами можно мультигражданство, Не, а с подождите. неправильными странами нельзя. Подождите. Это одним можно, а другим нельзя. Понимаете? Потому что на одних действует Конституция, а на других Конституция не действует. Ну как, вот, смотрите, что получается? Получается, что условно говоря, Коломойского, Корбана, кого там еще, полишали гражданства, а теперь приняли закон, на основании Конституции полишали гражданства, а теперь приняли закон, в котором сами записали, что можно мультигражданство. Я извиняюсь, может тогда им верните или как, или что это было? Вы по отношению к одним говорите, есть Конституция, которая запрещает двойное, да, гражданство, и принимаете тут же закон, который противоречит той же норме Конституции, о которой вы говорили. Ну, это ж палата номер 6 зеленого дурдома. Ну, так же не бывает. Игорь Владимирович, если так подытожить эту тему, так скажите, а что с Одессой это будет? Разорвут в хлам. Разорвут в хлам. Если еще и назначат какого-то парашютиста, неизвестно, ну откуда, то пиши пропало. Я получил десятки телефонных звонков сейчас перед эфиром, ну нашим, после этого, и все говорят, а что делать? Ну вот что нам делать? Я говорю, а что вам делать? Ну вы ж молчите. Так нас будут грабить. Говорю, обязательно. Вас обязательно будут грабить. Даже не сомневайтесь. Вас будут обязательно грабить. А они это самое, они мне говорят, ну может все-таки оставят горсовет, говорю, ну у меня же фамилия не Зеленский. Я понимаю, что Конституция видит только такое развитие событий. Но, пользуясь военным положением, введут военную администрацию и все. Поэтому для меня данная ситуация четко говорит об одном. Она говорит о том, что узурпация власти Зеленским начинает просто зашкаливать. Просто зашкаливать начинает. Избирательные отношения Труханова лишаем, Шефира нет. Арахамия вообще с кучей паспортов. А где, кстати, кто-то может показать, что Арахамия вышел с российского гражданства? Вообще, тут ходит дискуссия, а можно вообще выйти из российского гражданства? Ну, если нельзя, то глава президентской фракции гражданин Российской Федерации. Вот я ж почитал тоже СБУ, да, ну вот это вот, что там суд российский разъяснил вот это вот. Стоп. Не, можно. Только я знаю, как эта процедура происходит. И в данном случае, ну вот, вот так. Я знаю одного человека, да и вы знаете,
которого хотели лишить гражданства, да и сейчас очень хотят лишить гражданства, но так получилось, потому что у него было русское гражданство, изначально было. Вот. Но так получилось, что он официально его сдал. И когда его за первым заходом хотел Петр Алексеевич, ну, лишить гражданства, то его адвокат полностью все это дело исследовал, собрал доказательства, ну, выхода с российского гражданства и все. А адвокатом был Олег Татаров. И теперь ударить самих себя очень тяжело. Вот такая история. Мгм. А, Так а что, смотрите, что ждет Труханова в каком плане? Говорит, уезжать не собираюсь, в общем, буду там судиться, Европейский суд. У нас же есть лишение гражданства Ануфрия. А, Ну, лишение гражданства не говорит о том, что человек должен покинуть территорию страны. Его могут депортировать. Ну, я знаю, в отношении митрополита Ануфрия рассматривался такой вариант. Но заставить, грубо говоря, покинуть это самое территорию страны его не заставят. Просто единственное, Труханов полюбляет в Венецию, в Италию съездить и так далее. Вот если он выйдет, его назад точно не впустят. а, Я почему вот так, мы так начали с Труханова, Ага. и так, Зеленський пообіцяв найближчим часом утворити в Одесі військову адміністрацію. От уже ну вот уже, да. Українська правда Это сообщає. вот уже к этому все идет. Понимаете, я так понимаю, что появятся улицы имени Ганула, появится вот эта вся история. Одесса, тут хоть какое-то было сопротивление, да, Пушкина снесут, на ЮНЕСКО наплюют и так далее, и так далее. Смотрите, но это же определенно новая история. То были санкции, уголовные дела, заочные суды, госизмены вот эти. То есть это вроде как, да, то есть было как бы вот одна история. Но лишение гражданства это вот как бы окно Авертона. Получается, что сейчас, по идее, все те, кто под санкциями, 8 тысяч человек, к ним придут Да. снова и говорят, хорошо вам под санкциями. Ну, готовьтесь, значит, будет у вас еще и отъем паспорта. А те, которые там новые, условно, нехорошие люди, так их и не будут пропускать под вот этим всем как бы кругам ада. Просто придумают российский паспорт, распечатают на фотопринтере, скажут: «О, ты русский!» и забрали паспорт. А ты иди доказывай. Вы абсолютно правы. К этому идет. Выдумывают разного рода истории. Ну, вот лично я на территории Российской Федерации пребывал один единственный раз. Но я пребывал в такой период там интересный, что сейчас можно придумать, ну, все что угодно. Я пребывал с 90 по 92 год, когда служил в советской армии. Как раз когда распался э, этот самый Советский Союз. Я лично отказ писал от российского гражданства, потому что предлагали, ну, получить и так далее, и так далее. Всем, ну, всем военнослужащим предлагали. Вот. Но сейчас же доказать этим товарищам что-либо, поэтому все может быть. Все может быть. Вы абсолютно правы. Могут... ага, был в России там тогда, значит, ты это самое, все, пошел вон. Нету у тебя гражданства. Да, понятно, что это все будет отменено Европейским судом. Когда? Вот именно, Александр, вот именно. Э, Я понимаю четко, что действительно будет происходить и что действительно
происходит сейчас. Он будет отсекать максимально людей, которые во время избирательной кампании как-либо могут повлиять на ее исход. Ну, то есть выборы будут. Хорошо, сейчас мы про выборы поговорим. Но меня интересует очень интересный фон внутри украинской политики, когда нардепы Тимошенко Юлия Владимировна, а это не простой депутат, когда она говорит «мои дорогенькі, мои дороги», Да. это сразу... Аксакал украинской политики. Мне да. кажется, у всех людей, которые хоть раз приходили в Украине голосовать, неважно за кого, просто приходили голосовать и опускали в урну бюллетень, у них какие-то сразу такие фантомные чувства, ощущения какие-то просыпаются из прошлого. Когда Бужанский выходит и говорит, что до конца ноября будет приостановка войны, но он говорит именно приостановка, именно, то есть не конец, а вот будет такая пауза, добьются, дожмут, то очень уж увлекательными выглядят 2 дня созвонов Зеленского, поездка Свириденко и Умерова и пятничный визит самого Зеленского в Вашингтон к Трампу. Александр, друзья, тут какая ситуация? Зеленский будет вести Трампу свой план. Его план, по моей инсайдерской информации, выглядит так. Перемирие. Во время перемирия мы проводим выборы. И потом власть заключает мирное соглашение. Во время выборов, возможно, там референдум, ну, чушь собачья. Это он везет Трампу. Но мы же не воюем с США. Поэтому то, что он отвезет Трампу, я, конечно, понимаю. Но воспримут ли это в Кремле? Вот это большой вопрос. Учитывая то, что окружение Путина, Путин сам об этом не говорит, но окружение Путина регулярно говорит, что Зеленский кидалово, да, что трижды там договаривались, трижды обманывал, ну и так далее, и так далее. Ну, а почему они 4-й раз, ну, должны поверить? То есть, да, пятничный визит Зеленского будет в чем-то ключевым. Все вот, кто там думают о этих томагавках, гавках, они не до конца понимают, не будет никаких томагавков. Это блеф со стороны Трампа. Это технически невозможно. Это анекдот о подводной лодке в степях Украины, который заиграл новыми красками. Вот. Поэтому эта вся ситуация, она, Александр, она такая 50 на 50, и она в руках Кремля. Кремль имеет успех Нет, на Земле. подождите. У Кремля есть очень такой интересный момент. И я тоже обсуждал сегодня это в эфире. Просто очень интересно. Значит, они говорят, все стоит на договоренностях Анкориджа. Да. 90% в Аляске обсуждалась Украина. Да, война в Украине, да. То есть, мы понимаем. И дальше только попытались там что-то, да, по линии МИД, Рябков говорит, там, дух, импульс мирный исчерпан, понятно? Ну, смотрите, тут тоже давайте так. Говорит, мы дадим томагавки. А как должна ответить Россия? Ну, вот российские спикеры, там, тот же Медведев, там, вот эти все депутаты, вот эти все там, ну, разные там. Не, они отвечают, я вижу игру, блеф Трампа. Нет, как Путин ответил? И в ответ идет адекватную историю. Как отвечает Путин?
А как мы ответим на томагавки, спрашивает у Путина российский журналист. Он отвечает, мы будем укреплять ПВО. То есть мы не пойдем договариваться. Нет, этого не будет. Или мы договаривались о другом. Нет, говорят, будем укреплять ПВО. А этот ответ, кстати, знаете, о чем говорит Александр? Этот ответ говорит, что договоренности в Анкоре действуют абсолютно по сию секунду. И подтверждение этому мы уже слышали, когда спикеры некоторые начали говорить, все исчерпано, вы помните, да, все это, потом вышел Путин и сказал, а мы привержены, правильно, этому самому. Все, оп, и все вопросы сняты. Поэтому в данной ситуации, у россиян может не так, как они бы хотели, но у них все движется. У них все движется. И даже вот эта история с этим гражданством, яке мы обсуждали, это все равно работает на дестабилизацию в Одессе. Поэтому, может, этому адвокату и дали все документы. Понимаете? У них, да, они хотели, конечно, продвигаться быстрее, да, еще там какие-то, моменты. Но на самом деле, они продвигаются. Медленно, но продвигаются. Они бьют. Они фактически, если не контролируют небо над Украиной, то близки к этому. Во время атак близки к этому. Наши эти спикеры ПВО, да, врут регулярно. Вот я читаю там, слышали же эту историю. 2 реактивных КАПа запускали по Днепру. Но их сбило ПВО. Александр, я лично имею видео прилета этого гребаного каба по одному из предприятий Днепра. Понимаете? Ну зачем же врать? Понимаете? Зачем врать? Я собственников знаю. Ну вообще, это самое, врать зачем? Вот выходят и говорят, его сбило ПВО. Сегодня на обозревателе целую статью раскатали с этими спикерами, как эти кабы сбили. Прилет в предприятие был. И это знают все в Днепре. Лысак знает, глава облсовета знает. Они все приезжали, все знают, но руководство ПВО, их спикеры выходят и на голову вот эту чушь Нет, одевают. можно спокойно говорить теперь за Одессу, там же Лысака вроде как прочат туда, на главу гор администрации. Поэтому в Одессе теперь будет все хорошо, все будет сбиваться ПВО. Это, смотрите, это думская дала. Я не уверен, что это соответствует действительности. По моей информации рассматривается несколько вариантов. Начиная от объединения городской и областной военной администрации, заканчивая тем, что кого-то все-таки с одесситов назначат военных, а из тени будет областная, руководить, понимаем, да, это самое. Заканчивая высоком, то, что озвучила Думская. Будем говорить так. В любом случае идет битва за Одессу. Ее выиграли зеленые гниды. Пилить будут. Способствует ли это обороноспособности города и настроению одесситов? Нет. Вот. Знаете, как говорит моя одесская теща,
Извините, можно мы сами будем избирать тех, кто будет руководить нашим городом? Нельзя. Ну вот просто нет, нельзя, Да, понимаете? Ну нельзя, а что да. это вы? Тут же Кличко следующий и так далее, и так далее. Смотрите, если мы вернемся к вот этой истории, что в конце ноября все закончится, так это вплетено в дух Анкориджа, в договоренности Анкориджа, как вам видится Э, сейчас? Александр, тут очень важный, если Зеленского в пятницу продавят, и он пойдет на условия, которые выкатит Трамп, он ему их уже выкатывал, сейчас они какие-то встречные, ну, везут. Ну, я не верю в эти принятия в перемирие, я не верю в то, что Бужанский, ну, озвучил, не верю. Почему? Потому что в Москве считают определенно, что это затяжка для того, чтобы пройти зиму. Чтобы не допустить коллапса, черной зимы и так далее. 2022 год. Начало вторжения. Первые несколько лет вторжения. Ненависть по отношению к агрессору была очень и очень высокой. А сейчас, Александр, ненависть к Зеленскому за нежелание прекращать войну растет, растет и растет. И он это явно понимает, чувствует. Более того, он понимает, что если войти в черную зиму, а она реально будет черной, и реально газа не будет, потому что это, опять же, из разряда прокабы, которые позбивали, понимаете, это у нас уничтожили газовыдобуток, ну, Зеленский говорит. Поэтому мы возьмем, одолжим денег в Европе, купим газ и это самое завезем в Украину. И поэтому будет тепло. Ну, врет же. Притом врет на каждом слове. Первое. Газовыдобуток действительно потрепали, но он существует. Но я рассказывал у вас в эфире, повторюсь, помните, под моими родными Лубнами газокомпрессорную станцию бабахнули, 52 шахеда зашло. Так через нее закачивался наш газ в систему. Сейчас есть газовыдобуток, нету газовыдобутка. Как его закачать туда? Та же самая история. Купим мы российский газ в Европе. Газ, что российский, который через Турцию в Европу, да, пришел. Купим. Вот вдумайтесь. Купим российский газ по завышенной цене. То есть это купили билет и пошли пешком на злокондуктор, он называется. Это самое, купим. А Российская Федерация уничтожит газокомпрессорные такие же станции на западе страны. Зеленский будет ведра газ носить в руках, воздушно-капельным путем его в систему закачивать. Ну, понимаете, да? Он же как-то попасть к потребителю должен этот газ. Поэтому вот эта история, они, ну, хорошо продаваема, как голобородька с сериала, понимаете, что мы где-то что-то купим. Но тяжело исполнимо. И он это понимает. А люди, которые окажутся в холоде, вот эта ненависть может зашкалить, ну, грубо говоря. И они способны будут, ну, на многие, когда дети мерзнут будут, ну, и так далее, и так далее. Поэтому, а плюс до этого, это ж ТЭЦ, некоторые на газу, они же тоже, ну, как бы остановятся. А теплой водички не будет, а в некоторых местах вообще водички не будет. Если с... И дальше что?
В миллионниках эти дома превратятся в гробы бетонные, грубо говоря. И люди будут вытолкнуты на улицу, и они начнут совершенно вести себя по-другому. Ну, подождите, а на улице их встретят ТЦК. У нас, как сегодня сказали, 1,5 миллиона мужчин не стали на учет, это нардеп Янченко сказала. 427 тысяч человек ищут уклонистов, то есть конкретно. И статистику по СЗЧ обновили. В общем, такой, знаете, урожай статистики по этому поводу. Все пойдут в пункт обогрева греться, ну, их там и возьмут, собственно. Или поймают, или как бы встретят с распростертыми объятиями и Я на отправят на фронт. заявление Янченко смотрю чуть с другой стороны. Они все-таки рассматривают проведение выборов. Я думаю, какие-то все-таки движения идут, там и с Трампом разговоры, ну и так далее. И они хотят максимально отрезать электорат, который за них голосовать не будет. Максимально. Ну, мы же понимаем, что люди, которые не обновились, они просто, ну... Как, Это точно как не... Труханов. Да, это не зеленый электорат, понимаете? Поэтому мы их урежем, они не придут на участки. Ну, понимаете, да? И так далее, и так далее, и так далее. Тех, кто слишком наглый, звездит много, или занимает должность, или имеет авторитет, мы их лишим этого гражданства. А тех массу мы гражданства не будем лишать, но мы это самое, мы сделаем этот ход конем и не пустим их на выборы. Но они не придут, или лишим права, и все. И что дальше? Это уже будет, как говорится, ситуация, будем посмотреть, так сказать. Поэтому я бы вот эти рассказы Янченко, это не сколько о комплектации, хотя тоже. Смотрю спикеров некоторых, там, говорят, у нас в штурмовых войсках 90 с хвостиком это бусифицированные. И вот они воюют, вот мы их научили, они воюют, это самое, вот. Ну и так далее. Ну, я понимаю. Вот. Тому вот такая вот где-то ситуация. Ну, тут немножко, смотрите, тема с выборами как-то немножко не вяжется, потому что вот тема с выборами, приостановкой войны и для выборов, да, знаете, с чем не вяжется? Слушайте, да гребут как не в себя, прям как подурели, причем это уже давно, причем сейчас там говорят, если ты на этом заостряешь внимание и это видишь, что ты вообще агент Кремля, но идут дальше. Значит, вышел Ярославский Денис, юрист, как бы спикер тоже был. Потом пошел воевать, в разведке вроде воевал. Потом вроде как отскочил от армии, ездит по Вашингтонам, в общем, занимается работой на благо страны. И включается в эфир и говорит, слушайте, нам нужно создавать, мы уже наработали все договоренности, все какие-то предложения о параллельной армии. То есть тем, кому сейчас 16-18, их надо готовить уже сейчас, и тогда через 5 лет они станут мощью украинской армии. А хорошая армия, это не обязательно она будет воевать, просто все будут бояться с ней воевать, и никто нападать не будет. Вот такая вот хитрая уловка для 16-18-летних. А другой спикер из рекрутинга Азова вообще выходит и говорит, слушайте, давайте на уроках трудового обучения дроны пускай детки лепят с трудовиком. И у меня тут дальше пошли комментаторы. Говорят, давайте, чтобы в цинк патроны складывали вместо тетриса. Пользователь из моего телеграм-канала пишет. А другой пишет, у нас вообще замечательно. И дронометрия, дроноалгебра. В общем, давайте все о дронах. География будет топографией военной. Геометрия, там, параболические вот эти все артиллерийские расчеты будут изучать.
Но это же не делается к тому, чтобы закончить войну. Смотрите, тут надо честно и правдиво сказать несколько вещей. Первое. Обществу надо представить проект существования даже в повоенной Украине, послевоенной Украине армии. Как она будет формироваться, как она будет содержаться, какая ее будет численность, ну и так далее, так далее, так далее. Исходя из этого, надо понимать, как потом вести военную подготовку, проводить рекрутинг, ну и так далее, и так далее, и так далее. С людьми никто не говорит. Выходит один спикер, один вариант выдал, да? Выходит другой спикер, другой вариант выдал. А в общем складывается впечатление, что воевать собираются всю жизнь. Ну, лет 100. И вот эти высказывания, они пугают людей, и люди уезжают. А потом вылазит дебил Милованов и рассказывает, нам надо привести 10 миллионов этих самых мигрантов. Вот. Кстати, по поводу дебила, если кто-то что, то это он сам себя назвал, чтобы ко мне претензий не было. Я не оскорбляю людей. Но назвал человек себя дебилом, я же не могу уйти. Так вот, 10 миллионов мигрантов. Вместо того, чтобы 10 миллионов инноваций, 10 миллионов идей, 10 миллионов стартапов. Нет, этим утрускам надо 10 миллионов мигрантов привести. Они страну отбрасывают для того, чтобы превратить в поле для выращивания сельхозкультур, добычи недров, ну и так далее, они страну отбрасывают в средневековье. По демографии мы уже там. Уже специалисты говорят, что рождаемость упала до уровня средневековой руины. Дальше, для того, чтобы править людьми в 21 веке, когда изобретен уже наушник, который переводит разговор другого человека, нам в 21 веке пытаются стравить украинское, российское, вместо того, чтобы побольше языков знать, у нас наоборот стравливают. Покрова 14, то 1 и так далее, и так далее. То есть они, все это делается, я уверен, вот этими Миловановыми для одной цели. Стереть, абсолютно стереть идентичность, традицию, культуру, кровно-духовную связь, ну, поколений. Стереть как минимум до 91-го, а лучше до 2019 года. И создать такую мультикультурную, мультинациональную страну, навести мигрантов, сделать это самое все, которое можно будет править вечно и которое никогда никаких претензий никому иметь не будет. Вот это их план, который они осуществляют и который, ну, мы просто его видим. Ну так видим, но он же всех устраивает, подождите. Ну он же всех устраивает, поймите, тоже. Никто не сказал ни слова против. Ну, то есть, ну, мигранты, ой-ой-ой, ну, мигранты и мигранты. Ну, как бы, сколько нас останется, так у нас потери 42 тысячи, Зеленский говорил, понимаете? Смотрите. Ну, то есть, все как бы вот под лопухом вот этой пропаганды прячется, Александр, фиговым листком прикрыто. Александр, смотрите, я четко понимаю
четко знаю и четко скажу так. Протест есть. Многие люди понимают. Многие люди, но они боятся говорить внутри. И почему Зеленский хочет перемирия зимнего? Потому что он понимает, что может ситуация обостриться, когда бояться перестанут, когда страх один перевалит страх другой. И ситуация внутри взорвется. Он это понимает. Я еще раз повторюсь, что если 90% проклинали агрессора, 98 даже, то сейчас процент проклёнов в сторону Зеленского, это не оправдывает ни агрессора, никого. Ну, понимаем, да? Но столбик растет и там. И эта ситуация, она, ну, крайне бьет по людям, бьет по психологическому состоянию людей. И люди рано или поздно взорвутся, если сейчас ничего не изменить. Ну хорошо, подождите, взорвутся и что сделают? Есть такой Антон Антін Мухарський. Він написав пісню «Колише вітер гопоту в урядовому кварталі». Криворізьку. Имеется в виду то, что... Какие у вас прикольные треки в плейлистах, Игорь Владимирович? У меня разные треки. У меня самые разные. Вам бы с Пашиняна брать пример. Ну, я, кстати, записывал, потом говорят, подобное видео, а мне супруга говорит, возбудят уголовное дело точно. Я говорю, против меня или против Мухарского? Ну вот. Дело в том, что взрыв народный... Ладно, сегодня Покрова, я уже рассказывал этот анекдот, расскажу еще. Расказачество, казацтво наше. Значит, приходят казаки до гетьмана и говорят, у нас две новости. Одна хорошая, вторая плохая. С какой начинать? Он говорит, ну, с хорошей, конечно. Кажуть, батьку, ми тобі сало принесли. От дивись, яке свіже, гарне сало. Він каже, так а що при такому гарному салі, яка ж погана новость може бути? Говорит, а мы этим салом кол будем смазывать, на который тебя посадим. Вот приблизительно отношение людей, просто так как Зеленский and Company, тех, кого я называю зелеными гнидами, они ну, книжки не читали, историю не изучали. Народ этот наш, ну, не понимают, себя с ним не ассоциируют, пытаются ломать через колено, да. Вот. Это все ситуация, это вся ситуация заканчивается тем, что их просто будут сносить. А потому что от яка традиція у казаков була? Когда избирают кошевого атамана на сечи, идут и что-то там такое вам написали, что вы уже это самое, Да нет, просто я думаю, не написали. Просто, понимаете, складывается впечатление, что казаки были не украинцами. Ну вот. А, нет, казаки как раз были украинцами. Потому что те украинцы, стойте, те украинцы, которые сейчас, ну а что они? Ну. Еще раз. Смотрите, еще. в Одессе мэра взяли и убрали. Будет... Так уже в собачку на следующую стравили. Ну так следующего уберут.
И Уже Лачен лает на Вилкула. ну так, смотрите, Вилкул, там, другие, то есть это сейчас по пророссийским пойдут, потом к следующим придут. И вот эти украинцы с тем казацким духом, о котором вы сейчас, ну, говорите, да, и пытаетесь там, ну, в общем, привести как аргумент, да, вообще никто не считается, пху, растереть, понимаете, этот дух какой-то, это все было тогда, когда-нибудь. Александр, можно Вы с видели, вашего как, вы разрешения, видели, я думаю, как в хату вламываются 15 ТЦКшников и забирают мужика. Никто даже пикнуть ничего не успел. И а вы... в Тернополе вчера собрались и наваляли ТЦКшникам, а они теперь говорят, будем эти самые боевые подразделения привлекать. Это, правда, Конституцией и законами запрещено. Ну, у нас же по барабану можно нести что угодно. Смотрите, дух казачества в нашем народе жив, и И помер. зеленые гниды, Помер. зеленые гниды. Я не слышу вас не слышу. Жил и помер дух казачества. Никуда он не помер. Его приспали, но он проснется. И поверьте мне, это самое. Еще мы с вами на эту тему поговорим. Еще найдется Мельхиседек, который освятит ножи. У нас такая радикальная сегодня программа получается. Это самое. Подвожу вас под монастырь, Игорь Владимирович. Да, это самое. Значит, Санкций, видите, санкций мало. Тут Труханов, вот смотрите, каким путем пошел. Точнее, его повели, взяли за узцы. Поэтому тут, да, тут ужас. Сейчас вам повстание припишут. смотрите, я вам скажу так. Ситуация, когда избирали на Сечи Кошевого, ему мазали грязью голову, чтобы он понимал, что откуда поднялся, туда может и опуститься. Но это касалось правильно казаков. А у нас шинкари при власти, люди, которые глитаи. Есть такое хорошее слово украинское, зелені глитари. Люди, которые на войне делают гешефт. Таких на сечь не пускали. Вони шинки держали под, ну, рядом. Поэтому в определенный момент могут и произойдут события, которые разбудят дух казачества и гайдамак, и будет свой Мельхиседек, который освятит ножи, и будет большое горе и большая кровь. Они сами к этому ведут. Они даже не понимают того, что это может произойти. А их непонимание как раз от их безграмотности. Потому что книжку и учебник скурили на пеньке. Вы знаете, как в школе дразнили Владимира Александровича? Чинарик. Чинарик. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Зачем Зеленский начал забирать паспорта? 10% справедливость. Все с паспортами России теперь, в общем, должны приготовиться, будут лишены украинского гражданства. 18% безопасность. Эти первые будут сдаваться и, собственно, подрывать тыл. Это очень объективно, факторы безопасности. 36% жажда наживы, финансово прогибает кого хочет таким образом, или 37% политика, конец войны скоро, выборы. То есть, видите, Ну, как... это люди хотят конец войны. Это... Так скажите нам про конец. Я думаю, что от встречи, которая пройдет в пятницу в Вашингтоне, в Белом доме, зависит очень много, и это последняя попытка этой зимой
Трампа сыграть в миротворца. Все же, хорошо же. Ну, смотрите, Хамас и Израиль помирились? Помирились. Ну как помирились? На самом деле не помирились, но тем не менее, война официально закончена? Закончена. Подписал кто-то со стороны Израиля и Хамас это? Нет. Вышел Трамп, приехал красиво в соседнюю страну, прилетели еще к нему на поклон товарищи, ему не понравилось ему в журнале Time фотография, говорит, какая-то нижний ракурс, некрасиво, но у него был праздник, симпозиум, он там колкости отвешивал, жене в любви признавался, ну это прям ни одна из воюющих сторон там не присутствовала, ее там не было, никто это не брал на себя никакую ответственность. По-моему, вот так вот если посмотреть, это идеальный вариант для Зеленского, Игорь Владимирович. Идеальный. Это идеальный вариант для Украины. Но пойдет ли на это Кремль? Ну, Израиль пошел почему-то. Еще раз говорю, для Украины остановка войны в любом ее виде и для украинцев это идеальный вариант. В любом виде. В виде мира, в виде перемирия, в виде... Мы понимаем, что условия будут плохими. Но не будет хороших условий. Хорошие условия были в 22 году в Стамбуле. Но Владимир Александрович прекрасно понимает, почему я ему не верю до последнего. Он прекрасно понимает, что только остановится бойня, завтра будут вопросы к нему. За что ты положил больше миллиона украинцев на тот свет? Сданы вот эти вот территории. Уничтожена в хлам промышленность, экономика, недра отданы, земля, ну понимаем, да, то есть у меня вопрос, в результате войны мы потеряли, бороться за восстановление суверенитета поколениям придется после зеленых гнид. Поколениям. Да, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам непосредственно, так сказать. И с сообщества YouTube давайте начнем. Что-то эти сервисы не работают, люди жалуются, вот это все, и говорят, мы и поддержали бы. Ну вот спасибо, что в чате трансляции есть вот эти, у кого в странах есть и супер стикеры, супер сообщения, пишут: Саша, не расстраивайся, конец близок, все будет нормально, не грусти. В общем, не будем расстраиваться, друзья, да. Я тоже, мне вот это же четко все ложится в эту историю. Ну какое ПВО? Ну какие томагавки? Сейчас Financial Times написала, 20 томагавков может Трамп передать. 20! А что мы ими делать будем? Гвозди забивать? А запускать мы их рогаткой будем Это, или конечно, они же птичьей? представили такое, типа Хаймарса, тоже такое колесное пусковое устройство, да, там, ну, похож на Хаймарс, только другого цвета, и вот там 4, можно томагавка 4 засунуть. Вот смотрите, одну пусковую дадут и 20 Хаймарсов, и можно 5 раз пульнуть. Значит, Александр, первое. Никто никакую пусковую никому не даст. Их в мире две. Обе находятся в США. Обе выпущены в 2023 году. Для понимания нашего зрителя, нам самолеты, которые передают, и на которых запчасти там или прибамбасы, разные приборы стоят, выпущенные после 2000-го, снимают, Ну да, не передают. да. А тут разбегутся, и 2023 года пусковую одну с двух установок Украине дадут. Ох,
Подводная лодка в степях Украины. Да, значит, поехали вопросы. Добрый вечер, Александр Владимирович. Вопрос. В свете того, что Одесса лишилась мэра, вспомнился недавний визит Бориса Джонсона. Может, таки не зря его по Одессе водили? А Киев тогда кому? Меркель отдадут? Из полигона Украину делают аэродром для сбитых летчиков со связями с кредиторами Украины. Вот вам и внешнее управление. Все по стандартам ГАЗы. Заранее спасибо за ответ. Даю ответ. Джонсона в Одессу привозил Алексей Гончаренко. Джонсон сбитый летчик, которому проплачивают визиты. Вот ему проплатил Пинчук в целом визит на этот форум «Ялтинская стратегия», да? А оттуда его на день спонсоры Алексея Гончаренко проплатили визит в Одессу. Поэтому привязывать Джонсона к событиям нынешним в Одессе я бы не стал. Людмила спрашивает, так а кто следующий после Труханова? Филатов с израильским паспортом, Кличко с ВНЖ Германии, Садовой с польской поддержкой. Я думаю, будут сбивать всех, кто имеет собственное мнение, кто плохо работает с Банковой, кто на выборах может играть свою скрипку, всех будут сбивать. Местное самоуправление будут стирать как такое. Это путь узурпации, диктатуры, мы об этом не раз говорили. Кто следующий? Ну, судя по тому, что ручная собачка информационно-банковая Лачен нападает на Вилкула, поступил на него заказ. Но так как Кривой Рог это родина Зеленского, ну, будем посмотреть. Это да. Значит, Денис, добрый вечер. На днях появилась информация, что Трамп и его команда будет расследовать вмешательство Украины в американские выборы. Что вы думаете по этому поводу? Благодарю. Ну, Ну, по этому поводу я думаю только одно, что это, наверное, единственная на сегодняшний момент возможность для Александра Дубинского выйти из тюрьмы, по крайней мере, лишиться уголовного дела, которое ему привязывает и которое как раз и связано с буризмой, ну и с этой всей историей. Вот. Было ли втручание? Было. Было при Порошенке и было при Зеленском. Украинский импичмент, а? Поможет Трампу Зеленский? Продаст за... Продаст, все продаст. И вот тут не сомневайтесь. Это как раз глытаи, которые умеют делать гешефт. Интересно только, задорого ли продаст? Надо же сливать Хантера Байдена, демократов, вот эту А это всю уже не публику. интересно. Это уже не интересно. Но они же позвали этого самого, они же позвали Дубинского, сказали, иди на пресс-конференцию с Деркачем, расскажи вот это, вот это, вот это. Ну, он же ждал полностью показания по этому поводу. Тут очевидные вещи. Это один момент. А второй момент, у меня есть вопрос. А как у Деркача оказались разговоры по спецсвязи, которые фиксируются Укрспецсвязью? На секундочку. Кто-то же должен сесть за госизмену. Деркач на сегодня сенатор Российской Федерации. А кто-то передавал ему какие-то пленки, какие-то разговоры. Ну, есть же вопрос или нету? Потому что если в Труханова там выглядит то так, а это что?
Так, переходим в чат трансляции. Друзья, пишите вопросы в чат. Вопрос, кто несет ответственность за фортификации и где они, спрашивает пользователь. Те, на кого была возложена обязанность их создать. Я бы разделил на две части. Военные администрации несут ответственность, которые были закреплены, которые тратили на это деньги. А еще я бы поднял вопрос, тут же бегает этот Ткаченко, которого фамилия совсем не Ткаченко, глава военной администрации киевской, и кричит, что там Кличко виноват в том, что в ТЭЦ-5 не было защиты там, на трансформатор. Я не исключаю, что недоработка местной власти тоже имела место. Не хочу быть ни адвокатом, ни обвинителем. У меня другой вопрос. А господин Алексей Чернышов по кличке Нос, тот, который кум Зеленского, он не, будучи руководителем нефтегаза, и тот, кто после него пришел, забыл, как его там фамилия, они не построили, деньги выделялись, а никакой защиты на газотранспортной инфраструктуре не было, от слова вообще. Вот просто не было от слова вообще, то есть деньги уволокли. То же самое по энергетике. Господин Галущенко, господин Наем, господин Кубраков, ну, то есть вот эти все господа, они будут нести ответственность или нет? Ну, вот смотрите, вот уничтожена газокомпрессорная станция. Мы не можем подкачивать газ собственной добычи, да, то, что я рассказывал. Почему Чернышов на свободе до сих пор? Потому что он кум Зеленского. Ну тогда извините. Один кум, второй жил на квартире, получал российское гражданство. Зеленский четко знает о наявности российского гражданства у Шефира. Он это знает сам. Потому что в момент, когда Шефир подавал заявление, которое я сегодня опубликовал, собственноручно заполненное, они жили в одной квартире в Москве, в одной. Владимир Зеленский и Сергей Шефир. Смотрите, я просто еще тут так думаю. Но если, вот опять-таки, тут же очень интересно. Значит, Шефир с паспортом, да, российским, бывший помощник Зеленского. Первый помощник. Первый помощник, да. Значит, у Баканова друга детства жена россиянка. И родители тоже, да, там. И другое, и других много таких товарищей с окружением оттуда. Как бы там у Зеленского не оказалось чего-нибудь с двуглавым я орлом. сегодня написал, Владимир Александрович, в этой истории главное не выйти на самого себя. Почему? Потому, смотрите, у меня один вопрос сейчас. Вот я его задам в эфире, и все умные люди поймут, и я публично обращаюсь к народным депутатам, начните расследование, пошлите запросы. Смотрите, Зеленский Владимир Александрович жил с Сергеем Шефиром в одной квартире в городе Москва, когда тот получал российское гражданство. А теперь внимание! Они вместе зарегистрировали российскую фирму. А дальше, ребята, Российская, украинская фирма, наверное, получилась. Ну, Шефира Зеленского. во-первых, Шефир там числился гражданином РФ. То есть это подтверждает, это доказательство того, что Зеленский знает. Ну, понимаем, да? Это во-первых. А во-вторых, надо и на второго обратить внимание парня с этой фирмы. Я вот, смотрите, я вот россиян не понимаю в этих узких точках.
Ну, взяли бы, опубликовали. Сами. Вот тут тоже очень такой момент. Если есть там у окружения, если есть у кого-то из таких очень бьющих себя в грудь, а, ну так это же лечится очень быстро, дискредитируется. Почему они не играют на вот этой дискредитации? Может, человек ждет, когда Героя Российской Федерации вручат. Потому что сколько Зеленский, как он помог России в войне против Украины, не помог никто. Да, давайте не забывать о чате. Вот здесь Димыч, в общем, пользователь пишет, спросите Мосичука, как Украина будет возвращать себе проданные зельцам земли и предприятия после окончания войны. Ну, приватизация будет отменена, она есть незаконно, есть обоснование, будем в судах отменять. Более того, я думаю, что самый простой способ – это дать заработать Конституционному суду. Это самый простой способ. Я хочу обратить ваше внимание, что сделали зеленые гниды на прошлой неделе пленарной, когда они заседали. Было 4 кандидата, которые 1,5 года проходили конкурс, ну и так далее, в Конституционный суд. Мало кто же обратил внимание. А это важнейший момент. Парламент, то есть зеленые гниды в парламенте, подыграли зеленым гнидам на Банковой. Они не проголосовали ни одного судью. Почему? Потому что для проформы Зеленский от себя одного судью добавил, кворум появился, да? Но решение суд быстрее мертвый, чем жив. Там был один интересный момент. Гончаренко задал вопрос одному из претендентов, ну, на должность судьи. Говорит, а запрет на выезд за границу конституционен? Тут нет, конечно. И в этом объяснение всей причины, почему никого не проголосовали. Потому что военное положение неконституционно, выезд неконституционно запрещен, силовая мобилизация неконституционная, да и пересидел парень. Да, тут это, конечно, цирк. В Одессе уже пришли эти активісти, в основному, звісно, жінки українськомовні такі, справжні, відкорковують пляшки шампанського, радіють. Ой, представляете, какие все радостные, все с этими картонками научились, да? Ой-ой-ой, да. Слушайте. А Лобецкая без света в Киеве. Я думаю, что я сейчас окончим эфир, пойду праздновать Увольнение. Покрову и Одесской своей. И выпью рюмку первую за Царство Небесное местное самоуправление. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали сегодня на эфире. Я очень благодарен, что откликаетесь, смотрите нас с Игорем Владимировичем по вторникам, вечером. Благодарю за то, что подписываетесь и пишите хорошие, добрые комментарии. Игорь Владимирович, ну, с праздником вас и увидимся обязательно. Праздником вас, Александр, и с праздником всех православных. Будьте здоровы и будем жить. Добра и света. Встретимся скоро в шуме.